Enchantix – финальная форма трансформации феи, сила, которую стремятся получить все волшебницы, чтобы стать полноправной хранительницей своего мира. Трансформация, которая по праву занимает особое место в сердечке каждого фаната Винкс. Третий сезон, первая полнометражка, первые серии 4-го сезона и кадры последней серии – это, пожалуй, то, почему мы больше всего ностальгируем. А не по какому-то там Валтеру. По первоначальной задумке Дженнио Страффи, автора мультсериала, история Феи Винкс была рассчитана на 3 сезона и 1 полнометражный фильм. То есть, в принципе, все должно было закончиться на Энчантиксе. Но, как мы знаем, создатели решили пойти дальше. Современный мультсериал едва ли напоминает нам старых добрых Винкс. С изменением рисовки изменились и сами персонажи. Но создатели все же решили порадовать фанатов возвращением старых превращений, и насколько это было успешно, мы решим вместе с вами в этом видео. Всем привет, меня зовут Оля, но ты можешь называть меня Уна Пата, что означает «фея». Добро пожаловать на мой канал. Как вы наверняка знаете или уже успели заметить, я и сама являюсь большой фанаткой Энчантикса, и думаю, объяснять, чем он мне так нравится, нет необходимости. Вы сами знаете, какой он прекрасный, и это неоспоримо. Честно скажу, что мне до сих пор сложно смириться с тем, что Энчантикс появился и в 8-м сезоне. Винкс просто взяли и перевоплотились в него по одному всклику, как будто бы это простое обыденное дело, без каких-либо объяснений, каким образом они вернулись к старой трансформации, и почему они не делали этого ранее. И окей, они перевоплотились в старенькую трансформацию, но дизайны-то их нарядов другие. Неужели ни одна из фей не помнит, как ее подруги выглядели в Энчантиксе раньше? Неужели ни у кого не возникло вопросов, а где их кулоны с пыльцой феи? В общем, вопросов больше, чем ответов. И, пожалуй, без более долгого вступления переходим к сути. Это превращение действительно супер особенное. У нового Энчантикса до сих пор нет официальных артов, поэтому в этом видео я буду вставлять некоторые фан-арты. Авторов я, конечно же, буду указывать здесь, и ссылки на их профили оставлю в описании, если что, заглядывайте. Давайте сперва взглянем на общие кадры. Первый кадр — это кадр из 8-го сезона, это последние такие завершающие позы превращения Винкс. В новых сезонах Винкс постоянно встают в общую какие-то позы в конце своего превращения, это какая-то их новая фишка. И второй кадр — это кадр из 3-го сезона, когда все Винкс получили Энчантикс. Там не было такого общего кадра, как в новых сезонах, но бывали вот такие коллажи, просто собирали последние позы у каждой из Винкс. Сразу видно, что новый Энчантикс намного более пестрый. Если в старом Энчантиксе выбирались хоть и яркие цвета, но при этом более пастельные их оттенки, чтобы они более-менее между собой хорошо и гармонично сочетались, новый Энчантикс прям изобилует яркостью. С одной стороны, наверное, это классно, типа детям больше понравится. С другой стороны, не знаю, если честно, какой-то колхоз, девочки, ну скажите, а? Еще могу показать вот такой арт. Здесь все Винкс стоят в единой позе. Это можно сравнить с артами, которые были в 3-м сезоне, но все-таки я бы не стала сравнивать новый Энчантикс со старым Энчантиксом именно официальными артами, потому что официальные арты тогда очень сильно дорабатывали деталями. Настоящие блестки туда добавляли, какие-то стразы, еще какие-то другие детали. Это все очень эффектно и круто выглядело, но, конечно же, это не рисовали прям в самих сериях. Я думаю, новый Энчантикс из 8-го сезона пародирует именно тот сериальный Энчантикс из 3-го сезона. И да, я знаю, что вы уже обратили внимание на мой новый классненький чехол. Здесь любимый арт с Тегной в базовом превращении, один из моих любимых образов, моей любимой феи. Я, конечно же, очень хотела бы оставить в тайне, откуда я беру такие вещи, чтобы они навсегда оставались эксклюзивными. Но по секрету я оставила там ссылку в описании на сайт Case Place. Можете перейти и прямо с телефона сделать свой собственный дизайн вашего кейса. Я более чем уверена, что вы найдете вариант даже для вашего старенького смартфона. Ну а если идей нет, но хочется чего-то новенького, то просто выберите один из множества готовых дизайнов, доступных на сайте. Выбирайте удобный для вас способ доставки, оформляйте, и в течение нескольких дней заказ уже у вас. Благодарю. И, конечно же, не забудьте воспользоваться промокодом, чтобы получить скидку в 200 рублей на любой заказ. Давайте, пожалуй, начнем с Блум. Итак, видим, что прическа, в принципе, не сильно изменилась. Ей даже оставили эти заколочки-сердечки. Вот эти завитушки на ногах тоже довольно близки к тому, что было изначально. Их даже как-то немножечко преобразили, они даже стали немного интереснее. Дальше мы видим это ужасное платье, которое... Реально, ребят, я не могу сказать, что мне особо сильно как-то нравится платье Блум в обычном 3-сезонном Энчантиксе, но в 8-м сезоне его сделали, блин, еще хуже. И на фоне этого я начинаю ценить то платье, которое было у Блум изначально. Они хотя бы как-то попытались сохранить
первоначальную структуру самого наряда. То есть здесь топ, дальше пару слоев и конечная юбка. Но при этом они каким-то образом это так все изменили, что выглядит это как, я не знаю, какой-то рококо. Блин, рококо я обожаю, но вот это вот платье нет. Самое ужасное, что они сделали с этим платьем, это просто отвратительное сочетание самого неприличного розового и самого неприличного голубого. Знаете, что меня больше всего триггерит в этом наряде? Грёбаные цветочки! Имя Блум означает цветение. Изначально ее имя немножечко связано с цветами. Окей, вы решили сделать отсылку к первым сезонам, когда Блум была очень сильно связана с цветами и всякое такое, несмотря на то, что у нас как бы есть фея Флора, фея природы. Ничего не смущает? Можно, пожалуйста, сделать какие-то адекватные цветы и там, где они как бы в тему. Это реально мне напоминает какое-то платье, которое было куплено на Черкизоне 20 лет назад девочки на утренник в детский сад. Я понимаю, что возрастной рейтинг 8-го сезона упал просто ниже плинтуса и пробил дно. Но можно, пожалуйста, детей с самого раннего возраста учить какому-то хорошему вкусу, а не вот этому. Ладно, я успокоилась. И мы видим измененные крылья. Крылья, конечно, тоже без комментариев. Я думаю, после измененного платья нам уже ничего не страшно. В первой версии Enchantix мне очень нравилось, что на крыльях каждой феи было множество цветов, но при этом были выбраны такие нежные, приятные оттенки, что между собой они гармонично сочетались и не контрастировали. Здесь они остановились на двух цветах нескольких оттенков, при этом сохранили форму. И в целом выглядят вроде не так плохо, но в то же время и не так хорошо, как раньше. В общем, новый Enchantix Bloom минус. Окей, дальше на очереди у нас Муза. Enchantix Музы — это, по-моему, одна из самых прекрасных вещей третьего сезона. Муза, в принципе, очень сильно изменилась в третьем сезоне, отрастила себе хвостики, стала прям такой леди, элегантной. Думаю, здесь прослеживается влияние Тьюн, ее Пикси, с которой она познакомилась во втором сезоне. И Муза в Enchantix третьего сезона — это просто богиня. Первое, что я сразу вижу и что меня приятно радует, это то, что они опять же сохранили прическу и осталась даже корона. Правда, не очень понятно, к чему вообще эта корона в Enchantix Музы. Как вы наверняка помните, в третьем сезоне нас знакомят с Галатеей, принцессой планеты Мелодии, откуда Муза родом. Соответственно, она обычный житель этой планеты и не принцесса. Хотя в той же американской версии от Foo Kids Муза является все-таки принцессой своей планеты, но это уже совершенно другая история. Также мне всегда очень сильно нравилась эта фишка во время трансформации Музы, когда ее юбка появляется как будто бы из распускающегося цветка. И в целом можно считать, что в новом Enchantix эту фишку сохранили хоть каким-то образом, хоть небольшим намеком. У нее там появляется маленькая такая розочка. Юбка Музы мне также нравилась тем, что она очень сильно напоминает китайские фонарики. Это реально очень классно выглядит, реально в этом есть какая-то своя тоже изюминка. Но это, как я вижу, все-таки не сохранили в новом Enchantix. Юбка нового Enchantix больше похожа на какой-то цветок, и цветок как-то, мне кажется, не особо в теме Музы. Лучше бы было, если бы они оставили ей прежнюю форму. И мне все же кажется, что единственное, кому оставили бутылочку Enchantix, это Муза, потому что, по-моему, у нее на шее кулон висит. У остальных я этого не видела, мне вот кажется, что Муза такая одна. Если раньше у нее был более лаконичный дизайн крыльев, то теперь за ее спиной прям полноценные витражи. Но уже что-то не то, конечно. Само настроение этого наряда уже совершенно другое. И в ситуации с Музой мы видим первый пример того, что Рейнбоу теперь считает, что открытый живот — это не камильфо. И новый Enchantix Муза получает плюс-минус. Следующая на очереди у нас Флора. Опять же радует, что прическу ей почти не изменили. Это одна из хороших вещей в новом Enchantix, что их волосы как минимум не трогали. На удивление остались заколочки примерно такие же, как были, осталась ее диадема. И снова мы видим платье, которое просто, по-моему, испортили. Мне кажется, они просто не любят платье. Вот просто они решили, что те феи, которые были изначально в платьях, вот они должны страдать больше всего. Опять этот неприличный розовый, опять эти ужасные рюши. И единственное классное, что здесь есть, это цветок на груди. Раньше там находилась пыльца феи Флоры, теперь это, видимо, просто как декоративная какая-то деталь, но как минимум цветок выглядит действительно симпатично. И меня, как человека, который, в принципе, влюбился в Enchantix именно благодаря Enchantix Флоры, очень сильно расстраивает отсутствие классных моментов с лепестками роз во время превращения. Помните те самые моменты, когда в оригинальном превращении мимо Флоры пролетают лепестки роз, и у нее появляется крутой макияж. Еще пролетают лепестки роз, и у нее появляется одежда. И вообще все эти лепестки роз — это особая эстетика Флоры и ее превращение в Enchantix. И мне очень обидно, что здесь решили это убрать. Далее, что меня прям сильно повергло в шок, это крылья.
Круто, что крылья оставили примерно теми же, то есть дизайн, в принципе, они не меняли, но при этом цветовая палитра вообще другая. И, пожалуй, здесь это то, что мне нравится. Мне нравится, когда авторы экспериментируют и делают это аккуратно. Здесь эксперимент, пожалуй, удался. Я сама не ожидала, что Флоре могут подойти именно такие цвета, именно такое сочетание. На фоне таких крыльев платье вообще не смотрится. Так что крылья класс, а остальное... минус. Текна, моя дорогая Текна. Мне кажется, это та девочка, которой более-менее повезло в этот раз. Наконец-то это случилось. Чем больше я смотрю на этот новый Enchantix, тем больше мне он нравится. Я, наверное, странная. Мне кажется, многие со мной не согласятся. Хотя наличие множества фан-артов с Текной именно в новом Enchantix говорит мне о том, что я не одна, кому понравился этот новый вариант. Мне кажется, здесь авторы просто обратились к источникам, взяли первое превращение Текны, концепт арта Enchantix и сам Enchantix из 3-го сезона. И получился новый Enchantix. И здесь, мне кажется, все логично. Ее топ и шортики превратились в одно целое и стали таким, типа, сьютом, коротким, облегающим комбинезоном. Мне это очень сильно нравится. Вообще, мне кажется, что комбинезоны — это как раз тема Текны, как это было в первом превращении, как это было в Беливиксе. Наверное, именно этого мне не хватало в первом варианте Enchantix. Завитушки на ногах тоже стали интереснее. Ранее они были довольно минималистичными. Теперь они приобрели какие-то детали, это тоже выглядит очень прикольно. Прическа почти не изменилась, может быть, чуть короче стали волосы, хотя тоже в разных моментах по-разному показывают. И остался аксессуар, тоже очень приятно. Крылья. Крылья — это то, что действительно очень сильно изменилось у Текны в этом превращении. И это то, что делает прям большую отсылку на концепт арта 3-го сезона. Дело в том, что изначально у Текны должны были быть крылья тоже с нижней частью, как и у всех остальных фей Винкс в этом превращении. Даже в 3-м сезоне во время превращения Текны в фею Enchantix есть момент, когда у крыльев появляется вот эта нижняя часть, а потом она пуф и отпадает, и у Текны остаются только вот эти вот верхние крылья. Лично мне нравится то, как крылья Текны выглядят в 3-м сезоне, без нижней части, не перегружено, все в меру, все отлично. Но в то же время я согласна с дизайном крыльев в 8-м сезоне, здесь это выглядит уместно, и нижние крылья выглядят очень классно. Вообще мне очень нравится, что добавили больше деталей, крылья теперь выглядят прям вот действительно по-фейски. И очень нравится, что Текне добавили голубой цвет. На самом деле голубой цвет — это ее любимый. Не фиолетовый, не зеленый, именно голубой. И в сочетании со всеми остальными цветами этого костюма голубой выглядит очень классно и очень в тему. Многие очень часто спрашивают, когда же я сделаю Enchantix Tecna и вообще собираюсь ли я его делать. Давайте в этом видео я всем отвечу на этот вопрос. Я всегда говорю, что у меня два любимых превращения Винкс — это Enchantix и Belivix. И я никогда не могу определиться, потому что в Enchantix мне нравятся в целом все феи, а конкретно Tecna мне, наверное, все же больше всего нравится именно в Беливиксе. Вот мне кажется, это действительно ее превращение, максимально ее дизайн. Ее Enchantix, конечно, крутой, и мне особенно нравится история того, как она получала это превращение. Но я себя никогда не видела в этом костюме. Я всегда понимала, что он мне максимально не пойдет. Это совершенно не то, что будет действительно хорошо смотреться на моей фигуре. Я знаю, что я просто буду расстраиваться из-за того, что я не смогу воплотить свою любимую фею в одном из моих самых любимых превращений таким образом, как я бы этого сама хотела, как я это сама вижу. Но когда появился новый Enchantix, я прям зажглась. И, наверное, я бы все-таки воплотила Enchantix Tecna именно в образе 8-го сезона. Я понимаю, что, наверное, немногие поймут, что это. Наверняка у многих будут возникать вопросы, а почему так, а не как в 3-м сезоне. Но чем больше я смотрю на этот костюм, чем больше я вижу классных фан-артов, тем больше я вдохновляюсь, и тем больше я вижу тех крутых деталей, которые я реально хотела бы воплотить в жизни. Пожалуй, я нашла свой Enchantix, ребята, можете меня поздравить. Надеюсь, вы поддержите меня в этом моем стремлении. Надеюсь, что вы будете лайкать мои фотографии, когда я наконец-то сделаю этот Enchantix. И отдельно хочу сказать об этих милейших движениях кисы. Боже мой, кто придумал это? Какой прекрасный человек придумал, чтобы Текна двигалась именно как киса в этих кадрах. Боже мой, как это мило. Так что Текна у нас становится первой феей, которой я ставлю плюс за новый Enchantix. Следующая фея — Лейла. Многострадальная Лейла с ее многоцветным Enchantix'ом, если вы понимаете, о чем идет речь. В 8-м сезоне наконец-то определились с тем, что у нее зеленый Enchantix, правда, к этому зеленому прибавили какой-то розово-фиолетовый цвет. Я не понимаю, что они пытаются добиться этим розовым.
еще и таким пошлым. И несмотря на то, что в 3-м сезоне у Лейлы было не платье, а топ и юбка, дизайнеры решили, что в 8-м сезоне у нее будет платье. А как мы знаем по опыту Флоры и Блум, с платьями у дизайнеров какие-то проблемы. Именно поэтому мы снова здесь видим рюши, именно поэтому мы снова видим этот пошлый розовый, который иногда здесь фиолетовый. В общем, опять здесь какие-то проблемы с дизайном. Алло, дизайн, ты где? Алло, я не слышу. Я вообще не понимаю, что произошло с юбкой. По-моему, юбка у нее была очень классная и по стилю Лейлы. Здесь юбка больше похожа на юбку Стеллы в Беливиксе, и по эстетике, по-моему, это не очень походит на Enchantix. Единственное, что почти не изменилось, это прическа Лейлы. Хоть что-то радует, но в то же время пропали контрастные прядки, которые мне очень сильно нравились. И, как вы понимаете, новый Enchantix Лейлы минус. И последняя фея по порядку, но далеко не по значению, Стелла. Получение Enchantix со Стеллой был один из моих самых любимых моментов 3-го сезона. И, к сожалению, в 8-м сезоне у них получилось немножечко подпортить мои воспоминания из детства. У Стеллы, так же как и у Музы, есть корона в волосах. У Стеллы хотя бы это было в тему, потому что она наследная принцесса Солярии. Но дизайн сильно изменился, и не могу сказать, что в лучшую сторону. Если в 3-м сезоне у Стеллы в Enchantix была на груди звезда, и это была ее баночка с пыльцой феи, то в 8-м сезоне появляется также на груди звезда, опять этого ужасного, пошлого розового цвета. Как и в ситуации Лейлы из топа и юбки, наряд превращается в полноценное платье. И знаете, что самое прикольное? Что у единственной Стеллы в новом перевоплощении Enchantix из 8-го сезона нет конечной позы. Такой позы, где бы мы полностью увидели Стеллу перевоплощенной, только в общем кадре. У всех остальных есть эта поза конечная, у Стеллы нет. Последний кадр из ее перевоплощения — это крылья, здесь мы можем довольно подробно их посмотреть, но смотреть тут особо не на что. Дизайн примерно остался таким же, но цвета, конечно, вырви глаз. Не знаю, когда я была младше, Стелла была моей фавориткой, и я не могу этого простить. Вот я не могу этого принять, увы. Нет, Стелла Enchantix из 8-го сезона минус. И таким образом получается, что из всех новых Enchantix'ов более-менее удачным получился Enchantix Текно. И с натяжкой можно сказать, что неплохо получился Enchantix Музы. Все остальные... Ну, конечно, надо помнить и понимать, что это скорее переосмысление старого дизайна. Это такой современный взгляд на старую трансформацию, но не в плане моды, а в плане подачи мультсериала. И таким волшебным образом мы подошли к моменту, когда настало время вам поделиться своим мнением. Оставляйте свои прекрасные комментарии. Не забывайте ставить лайк или дизлайк, но обязательно поставьте лайк, если вам интересно увидеть сравнение старого и нового Сиреникса, который тоже появлялся в 8-м сезоне. И, конечно же, подписывайтесь на канал, включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить. А здесь сейчас появятся те видео, которые я крайне рекомендую вам посмотреть. Мне кажется, я поняла, что мне напоминает новый Enchantix. Это как мои ногти, которые росли у меня 2 месяца, и которые я буквально на днях отстригла. Потому что покрытие отросло. Пожалуйста, откройте салоны.